Привет всем! Для сегодняшней самоделки мне понадобится два профиля 20 на 20 и 15 на 15. Для начала очищу их от ржавчины. Размечаю профиль 20 на 20. 3 отрезка по 60 сантиметров. Рисую линии отреза со всех сторон профиля и отпиливаю полную длину. Теперь размечаю все 3 отрезка по кругу. Воспользуюсь своим шаблоном для нарезки круглых углов. Как его изготовить, вы можете посмотреть у меня на канале, перейдя по ссылке в описании. Также ссылка будет в конце видео. Прикладываю к профилю и размечаю линии отреза белым маркером. Получились две зеркальные области на расстоянии 60 сантиметров, которые нужно удалить. Воспользуюсь для этого маленькой болгаркой и уже наполовину сточенным диском, так как диском с небольшим диаметром проще выпиливать округлые фигуры. Таким образом получается красивый закругленный угол. Далее воспользуюсь самодельным зажимом для сварки углов под 90 градусов. Устанавливаю профиль, зажимаю его и обвариваю все швы. В итоге должна получиться П-образная заготовка с двумя скругленными углами. Теперь мне понадобится металлическая полоса на 20. С помощью рулетки и белого маркера отмечаю два отрезка по 3 сантиметра. Также на каждом из отрезков отмечаю места сверления на расстоянии 2 сантиметра от каждого края. Накерняю места сверления и делаю небольшие отверстия. Отпиливаю оба отрезка. Далее кусок профиля 20 на 20 прикладываю к готовой заготовке. Отмечаю линию отреза и отрезаю. С помощью шлифовального круга немного закругляю один угол, для того чтобы в дальнейшем он ни за что не цеплялся. С помощью напильника убираю все заусенцы. Вот что получилось. Далее отмечаю место сверления и сверлю сквозное отверстие, не забывая использовать смазочные материалы. Теперь мне нужно подобрать болт нужной длины и нужного диаметра. Собираю заготовку из профильной трубы и отрезков полосы вместе, зажимая их болтом и гайкой. Прикладываю к П-образной заготовке. С помощью рулетки и маркера отмечаю середину. На пластинах снимаю фаску для более лучшего провара. Устанавливаю по центру и под ровным углом и свариваю вместе. Получился вот такой подвижный узел. Теперь в передней части заготовки с помощью рулетки измеряю внутреннее расстояние и отмечаю это расстояние на куске профиля 20 на 20. Отпиливаю его, снимаю фаску, устанавливаю в задней части заготовки и привариваю ее. Все швы зачищая шлифовальным кругом. Далее металлический профиль 15 на 15 заталкиваю в свою заготовку до упора, отмечаю линии отреза. Также поступаю с противоположной стороны. Отпиливаю два отрезка, устанавливаю обратно в заготовку, так чтобы между ними можно было приложить еще один отрезок профиля. Отмечаю линию отреза, отрезаю. Также поступаю с подвижной частью, вставляю в нее профиль 15 на 15 до упора, отмечаю линию отреза и отрезаю. Боковые отрезки и промежуточные соединяю с помощью магнитов и свариваю вместе. Отсоединяю подвижную среднюю часть, отмечаю место сверления с обратной стороны и сверлю отверстие нужного диаметра. Также поступаю с большой заготовкой, отмечая места сверления в боковой и задней части с двух сторон. Также проделываю там отверстия нужного диаметра. С помощью напильника зачищаю внутреннюю часть после сверления. В отверстие устанавливаю гайку с болтом и привариваю ее. Болт нужен для того, чтобы окалина не попала на резьбу и в дальнейшем не испортила ее. Вот что получилось. Также поступаю с правой и левой стороной большой заготовки, привариваю гайки. С металлом я закончил и заготовки уходят на покраску. Теперь мне понадобится кусок 8-мм фанеры. Так как новой у меня не оказалось, воспользуемся тем, что есть. Для начала отмечу линии отреза по контуру металлической заготовки. С помощью электролобзика отпилю все ненужное. Шлифмашинкой зачищаю поверхность до состояния почти новой. Зачищаю все края и углы. Соединяю заготовки стамесками и проделываю отверстия под саморезы, которыми они будут крепиться друг к другу.
Далее обрабатываю деревянную поверхность специальным составом на основе воска и льняного масла с оттенком дуб. То же самое проделываю с обратной стороны, чтобы дерево было обработано полностью. Теперь к болтам, гайки от которых были приварены к металлическому профилю, приварю небольшие шайбы. Получились вот такие барашки. Тем временем металл покрасился и подсох, пришло время к сборке. С помощью металлических саморезов с пресс-шайбой соединяю деревянную и металлическую заготовки вместе. Вроде неплохо получается. Переворачиваю и устанавливаю центральный отрезок на свое место и креплю его болтом. Здесь также соединяю все вместе. Так как болты слишком длинные, немного укорочу их и закруглю концы. Тут главное не перестараться, и длины должно хватить для зажима внутренней заготовки. В центральную часть также устанавливаю маленький отрезок и зажимаю барашком. Теперь вся конструкция в сборе и приступаем к полевым испытаниям. Конечно, сегодня в поле я не поехал. Для этого я создал второй канал под названием Кемп 4×4. Канал о кемпинге и отдыхе на природе дикарями на нашем 30-летнем 78-м Прадо. Там уже есть несколько видео о нашем отдыхе с использованием моих самоделок. Так что переходите по ссылке в описании и приятного просмотра. Также ссылка на второй канал будет в конце видео. Ну а здесь, как вы уже поняли, у меня получился небольшой кемпинговый стол, который крепится на колесо автомобиля любого диаметра. Стол легко устанавливается, крепясь за верхнюю часть шины и опираясь центральной ножкой в землю, в нижнюю часть шины или даже можно в диск. Выравнивается и зажимается барашками. Также этот стол можно использовать во время ремонта автомобиля, установив его на ближайшее колесо от места ремонта, накрыв его чем-нибудь от повреждений и разложив инструмент для быстрого и удобного доступа к нему. Но я надеюсь, таких случаев будет намного меньше, чем поездок с ним на природу, приготовления на нем пищи и посиделок во время отдыха. Всем спасибо за просмотр, ну а мне приятного аппетита. Всем пока.